Одним из первых искусственных исследователей Солнечной системы стал Voyager 1 и его брат-близнец Voyager 2. Более 40 лет эти зонды бороздили космос в поисках новых объектов и открытий. Но что же им удалось узнать? В сентябре 1977 года космический аппарат НАСА Voyager 1 начал свое долгое путешествие в неизвестность. Он был запущен с космического центра Кеннеди на 16 дней позже, чем его брат-близнец Voyager 2. Для зондов главной целью было проведение исследования внешних планет, в том числе больших спутников и всевозможных загадок Солнечной системы. Миссии Voyager 1 и Voyager 2 отличаются траекторией полета. Вторая станция пролетела мимо Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, тогда как первый аппарат посетил только Юпитер и Сатурн. Благодаря тому, что все планеты-гиганты удачно расположились в сравнительно узком спектре, инженеры НАСА задумали миссию, которая смогла бы одним заходом изучить все 4 планеты за очень короткий промежуток времени, используя их гравитационное поле для ускорения. В течение первых 2 недель были включены и проверены все приборы. 18 сентября в порядке калибровки аппаратуры станция сделала с расстояния 11,5 миллионов километров серию красивых снимков Земли и Луны в одном кадре. В кадр попали Восточная Азия, западная часть Тихого океана и часть Арктики. Изображение получено путем объединения 3 снимков, сделанных с помощью цветных фильтров. Поскольку Земля во много раз ярче, чем Луна, яркость Луны была искусственно усилена. Из-за прямой траектории, установленной на Voyager 1, станции потребовалось всего лишь около 1,5 лет, чтобы добраться до первой, самой большой газовой планеты в нашей Солнечной системе. 4 января 1979 года все ученые были на своих местах, несмотря на новогодние каникулы. Началась фаза наблюдения за Юпитером. До планеты оставалось 60 миллионов километров и 60 дней пути. В течение 4 дней с 30 января по 3 февраля проводилась непрерывная съемка мультфильма из жизни планеты. Кадры шли с интервалами в 96 секунд с круглосуточной прямой передачей на Землю в X-диапазоне через 3 64-метровые антенны сети DSN. Всего Voyager 1 сделал в системе Юпитера около 18 800 снимков 2 телекамерами. Также станция сделала снимок большого красного пятна на Юпитере и его поверхности. Он был получен 25 февраля 1979 года с расстояния в 9,2 миллиона километров. Разрешение снимка 160 километров на пиксель. Сближение с планетой аппарат отрабатывал по жесткой программе, записанной в памяти бортовых компьютеров. Во время сближения можно было наблюдать снимок, который доказывает существование кольца у Юпитера. Он был получен Voyager 4 марта 1979 года. Кольцо Юпитера на снимках с длинной экспозицией появилось в виде широкой светлой полосы, пересекающей центр снимка. Рваные белые штрихи на снимке – это далекие звезды. Звезды на снимке оставили такие штрихи из-за небольших колебаний Voyager 1 каждые 78 секунд. Съемка велась 11 минут и 12 секунд. Толщина кольца Юпитера по снимку оценена в 30 километров. Из-за малой толщины на Земле кольцо невозможно наблюдать. Voyager 1 изучил многие из газовых планет, на которых также были сфотографированы таинственные спутники, такие как Ио. На этом снимке вы можете увидеть туманные детали всех этих адских древних вулканических шрамов, которые распространены по ландшафту спутника. Ио был первым миром за пределами Земли, где активный вулканизм был огромным, и его можно увидеть на фоне космического мрака на внешнем крае спутника. После нескольких месяцев изучения Юпитера и его спутников, Voyager 1 в конце концов продолжил свою работу на второй по величине газовой планете нашей Солнечной системы. Спустя почти 20 месяцев Voyager 1 подошел к Сатурну. Это изображение показывает темные и светлые полосы вращающихся облаков. Во время полета Voyager 1 также сблизился с самым большим спутником Сатурна. На этой фотографии видна туманная атмосфера, богатая азотом на Титане, которая заставила ученых предположить, что на спутнике существует жидкий метан и этан. При подходе к Сатурну Voyager 1 сфотографировала его кольцевую систему, которая состоит из триллионов мелких частиц. Voyager собрал колоссальные объемы данных и помог изучить несколько ранее малоизученных объектов. С этого момента его основная миссия была завершена, и космический корабль никогда не приблизится к другому астрономическому объекту снова.
Voyager 1, которым управляли НАСА, по просьбе астронома Карла Сагана сделали с помощью станции еще серию снимков Солнечной системы с другой стороны, последний раз в феврале 1990 года. Снимки состояли из 60 кадров, и после увеличения можно увидеть Венеру, Землю, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это первый в истории семейный портрет. Исследователи НАСА выяснили, что структура границы Солнечной системы и пузыря звездного ветра может изменяться. На это указывают данные, полученные космическими зондами Voyager 1 и Voyager 2. Пузырем звездного ветра называют область, в которых частицы, испускаемые Солнцем, летят относительно него со сверхзвуковой скоростью. Гелиосфера ограничена ударной волной, которая возникает из-за столкновения солнечного ветра с межзвездной средой. Граница пузыря считается границей Солнечной системы, и в 2012 году Voyager 1 стал первым искусственным объектом, который пересек эту границу. Voyager 1 был запущен 5 сентября 1977 года для исследования Юпитера и Сатурна. Сейчас аппарат удален от Солнца на расстоянии более чем 20 миллиардов километров. Вы только представьте, колоссальное расстояние. Ну на этом все. Всем спасибо за просмотр, до следующих выпусков.